Представьте себе картину. Обычный вторник, я сижу в нашей студии, глаза в монитор, монтирую видео, свожу звук и пытаюсь не сойти с ума перед финальной сдачей проекта. Воздух гудит от перегретых процессоров и панических атак коллег. Дома ждут жена, 3 детей и котики, которых нужно кормить. Поэтому я держусь. И тут прилетает он, мой непосредственный руководитель, человек, у которого эмоциональный интеллект застрял где-то в эпохе Испанской инквизиции. Из-за чужого косяка, которому я вообще никаким боком, он при всем честном народе выливает на меня ведро отборных корпоративных помоев. Мои рабочие показатели растоптаны, препия помахала ручкой, а моя самооценка пробила дно и бодро ищет нефть. Я в глубочайшем шоке с горящими от стыда ушами ползу к кулеру за водичкой, пытаюсь нащупать пульс и хоть какие-то остатки профессиональной гордости. И тут, как монах из кустов, материализуется он, мой правильный сверхнабожный коллега. Знаете, это типаж. У него вместо коврика для мышки иконка, а вместо «доброе утро» он вещает «спаси Господи». Я, как нормальный живой человек на эмоциях, делюсь с ним своей болью. Говорю, что меня только что прилюдно смешали с грязью, что это дикая несправедливость, и я хочу пойти к руководству, чтобы жестко отстоять свои личные границы. Он смотрит на меня всепрощающим взглядом тибетского старца, поотечески хлопает по плечу, тяжело вздыхает и выдает базу. Брат, смиряйся. На все воля Божия. Христос терпел и нам велел. Бинго, шах и мат! Вы только что стали мишенью для самого изощренного, самого липкого духовного манипулирования. В этот момент внутри меня запускается ядерный реактор. Я физически чувствую, как несправедливость просто сжигает меня дотла. Но мне страшно даже рот открыть. Почему? Потому что этот комнатный богослов только что филигранно залез мне в подпорку и внушил самую страшную мысль. Он поставил меня перед хитрой развилкой. Либо я безропотная половая тряпка, об которой можно вытирать ноги, и тогда я молодец и хороший христианин. Либо я пытаюсь себя защищать, требую уважения и автоматически становлюсь гордецом, идущим против воли самого Творца Вселенной. И вот ты стоишь у этого злосчастного кулера, глотаешь эту дешевую духовную пилюлю и начинаешь разрушать себя безжалостным самоедством. Ты сам начинаешь оправдывать откровенное хамство. Ты маскируешь банальное промывание мозгов и рабочие издевательства под великую христианскую добродетель. Но знаете что? Давайте прямо сейчас устроим жесткую теологическую и генеральную уборку. Мы разберем по косточкам эту сказку и выясним, почему позиция святого терпела – это абсолютная дремучая ложь, которая ломает человеческие жизни. Начнем с самого смешного и грустного одновременно, с этой великой и могучей цитаты «Христос терпел и нам велел». Я хочу, чтобы вы прямо сейчас взяли Библию, открыли ее и попытались найти там эту фразу. Спойлер, вы ее не найдете, ее там нет, совсем, ни в каком переводе. Это присказка, не богословие, это чистейшей воды фольклор времен крепостного права. Это народное творчество эпохи барщины, когда абсолютно бесправным людям нужно было хоть какое-то психологическое обезболивающее, чтобы не сойти с ума. Барин тебя выпорол на конюшне? Ну терпи, Христос тоже страдал. Идеальная система контроля, но приравнивать осознанный великий подвиг Бога-человека, который добровольно пошел на крест ради искупления мира, к нашему банальному молчанию перед начальником-самодуром, это, простите, уже пахнет ересью. Бог не давал вам заповеди быть штатным мальчиком для битья. Но как же воля Божия, закричит мой душный оппонент, ведь ни один волос не упадет с головы без его воли. Значит, и этот начальник с его закидонами – это крест от Господа. А вот здесь мы подходим к самому вкусному, что перевернет наше сознание. Если мы признаем, что издевательство на работе, домашняя тирания или клевета – это прямой авторский замысел Бога, то мы превращаем Создателя в космического садиста. Жесткого кукловода, который жует попкорн на облаке и смотрит, как вы корчитесь от боли на планерке. К счастью, святые отцы были намного умнее наших современных диванных мыслителей. Еще в 8 веке гениальный теолог Иоанн Дамаскин все разложил по полочкам. Он разделил волю Бога на 2 абсолютно разных лагеря. Предшествующая воля, благоволение – это то, что Бог искренне всем сердцем для вас хочет. Его изначальный план – жизнь, радость, ваше процветание, уважение к вашему человеческому достоинству и спасение души.
Последующая воля – попущение. Вот тут кроется разгадка. Попущение – это события, которых Бог совершенно не желает. Ему от них больно, но Он позволяет им происходить. Почему? Потому что Он подарил людям страшный и великий дар – свободу воли. И Он настолько ее уважает, что не ломает через колено, даже если это свобода вашего начальника творить абсолютную дичь или злая воля родственников, которые пилят вас за семейным ужином. Офисный террор в студии – это не урок свыше, это результат греховной злой воли конкретных людей, которые Бог просто временно терпит. В послании к Римлянам 12.2 есть четкая инструкция: познавайте, что есть воля Божия. Познавать значит тестировать, проверять на адекватность. Значит, далеко не каждая корпоративная шизофрения является его планом. Если вас топчут, вы не обязаны подыгрывать обидчику, думая, что тем самым служите небесам. А теперь достаем наш главный калибр, наш экскаватор для сноса стереотипов. Давайте посмотрим на самого Иисуса, как Он вел себя, когда оказался под жестким несправедливым прессингом. Евангелие от Иоанна, 18 глава, стих 23. Христа арестовали, ночь, незаконный допрос. Нарушены все мыслимые законы того времени. Иисус отвечает первосвященнику, и в этот момент один из служак, желая выслужиться перед боссом, наотмашь бьет Иисуса по щеке. Что делает Иисус? По логике нашего офисного проповедника, он должен был опустить глазки в пол, прошептать «на все воля Отца» и радостно подставить вторую щеку. Но Бога-человек ломает систему. Он не включает режим безответной мишени. Он показывает стальной стержень, поднимает глаза на нападавшего и открыто при всех ставит его на место. Если я сказал худо, покажи, что худо, а если хорошо, что ты бьешь меня. Почувствуйте этот уровень. Христос не позволил относиться к себе как к пустому месту. Он встал на жесткую юридическую почву. Он потребовал фактов, а не беспредела. Он защищал свое достоинство. Если сам Христос не терпел беззакония и требовал соблюдения своих прав, то почему вы должны отключать самоуважение на работе? Почему вы разрешаете вытирать об себя ноги? «Но подождите», — опять кричит наш диванный эксперт, «а как же Нагорная проповедь? Иисус сам сказал, ударил по правой щеке, подставь левую». Обожаю этот момент. Чтобы понять эту фразу, нужно хоть немного знать культуру Древнего Востока, а не читать Библию как сборник ванильных статусов из соцсетей. Как правша может ударить человека именно по правой щеке? Попробуйте. Правильно, только тыльной стороной ладони. На Востоке удар тыльной стороной – это была не драка, это было самое страшное социальное унижение. Так господин бил раба. Этот жест, который кричал «ты никто, ты мебель». И что происходит, когда вы, получив такой унизительный удар, не падаете на колени, а смело поворачиваете голову и подставляете левую щеку? Вы ломаете сценарий нападавшего. Вы заставляете его бить кулаком или открытой ладонью, а так били только равных. Подставить левую щеку – это не приглашение к избиению, это мощнейший, красивейший, безмолвный бунт. Это послание: у тебя есть власть, но ты никогда не лишишь меня достоинства, я тебе не раб, я стою перед тобой как равным. Это не слабость, это колоссальное силище. Настоящее христианское смирение – это не позиция коврика в прихожей, смирение от слова «с миром в душе». Это смелость называть зло злом, психологические фокусы фокусами, а некомпетентность некомпетентностью. Я там буквы напутал, ничего страшного. Вспомните царицу Есфирь. Когда ее народу грозило уничтожение, она не вздохнула: ну, раз нас вырежут, такова воля Божия. Нет, она включила железобетонную хватку, нарушила строжайший протокол империи, рискнула жизнью и спасла нацию. Истинная свобода – это способность защищать тех, кого любишь, начиная с самого себя. Мы должны раз и навсегда уяснить: Бог – это любящий Отец. Когда вас унижают, Он не стоит с плакатом в поддержку вашего токсичного босса. Ему больно, когда попирают ваше достоинство, потому что вы его образ и подобие. Грамотная, жесткая и законная защита своих границ – это не гордость, это ваша святая обязанность. Апостол Павел сказал, что ваши тела – это храм, и вы обязаны защищать его от вандалов, даже если они прикрываются красивыми цитатами. Перестаньте кормить собой манипуляторов, вы не терпила, вы человек, призванный к свободе. А теперь вопрос к вам. Вам пытались когда-нибудь скормить откровенное хамство под соусом благочестия? Как вы из этого выкрутились? Напишите свою самую дикую историю в комментариях. И самое главное, прямо сейчас перешлите это видео тому самому коллеге, который обожает лечить вас дешевыми цитатами, и пусть тоже просвещается.
Я от всего сердца благословляю вас на обретение мудрости и возведение здоровых железобетонных личных границ, которые не побьет ни один манипулятор. Уважайте себя, защищайте себя и помните, истина делает свободными. До встречи!